Здравствуйте, я Оля Беляева, программная координаторка Евразийской сети людей, потребляющих наркотики. Для нашего сообщества первые 1,5 месяца это был сильный вызов. Надо было делать очень много онлайн-консультаций. Я на консультациях с людьми в странах. Люди 2-3 телефона, компьютер по разным вопросам. На завтра нет пропуска на ЗТ. Слушай, что делать, у меня не пускают в аптеку, я не могу выйти. Помогите, пожалуйста, я не знаю, как вернуться с заместительной терапии. Постоянные вопросы, которые необходимо было решать или нахождением ресурсов сразу, или же это серьезные системные изменения, которые надо было делать, которые невозможно сделать прямо в ковид, да, для них надо было поработать чуть раньше. Но хотя даже там, где мы 2 года до ковида проработали, да, Беларусь, положение, клинический протокол заместительной терапии с выдачей на руки, то есть документ уже готов, в отличие от Казахстана, но принятие его отказывается. Лучше выделить денег и возить людей за 100 километров каждый день за заместительной терапией. А людям боятся сказать о том, что они заболели, потому что не уверены, что на домашний карантин кто-то привезет лекарства. Наша задача ЕСЛУН – это формирование приоритетов в каждый момент. Приоритетов для организаций, которые готовы предоставлять услуги для людей, употребляющих наркотики. 16 апреля ЕСЛУН опубликовал открытое письмо, в котором прописаны все услуги, максимальный пакет услуг, к которому необходимо стремиться для того, чтобы говорить, что мы откликаемся адекватно и правильно было бы вовремя на потребности сообщества. И мы запрашиваем ресурсы на потребности, о которых сообщество заявляет. Для того, чтобы сформировать правильно организованную помощь. Все знают пирамиду Маслоу. Мы должны людям дать крышу над головой, еду и жизненно необходимое лекарство. Никаких других обоснований быть не может. Сейчас наша коммуникация даже с координационными советами страновыми происходит очень странным образом. Мы предлагаем решение, нам оттуда возвращают, вы обоснуйте, что это решение надо, которое обосновано уже как минимум в 10 руководствах, как минимум 4 агентств ООН. Поэтому мы выходим на международную площадку, мы влияем на приоритеты доноров, мы участвуем в стратегических планированиях, мы пересматриваем свои подходы и формулируем ясно свои цели и задачи для того, чтобы качественно встроиться в очень сложную, непростую ситуацию. При этом мы понимаем, что мы это сделаем, потому что ресурсы инвестированы правильно, сообщество мобилизовано. После того, как днем мы постоянно находились на связи, и спасибо интернету, видели лица друг друга и поддерживали друг друга продолжать действовать, ночью садились готовить заявки и готовить кампании, понимая, что наши усилия должны сейчас еще удвоиться. В отклик на ситуацию в Молдове с перебоями с заместительной терапией мы подготовили и отправили заявку для того, чтобы улучшить качество заместительной терапии и адекватность участия сообщества в принятии решений. Мы увидели, что необходимы люди, которые сопровождают онлайн и готовят людей к обращению в государственные службы за помощью и сопровождают в процессе всего обращения, чтобы снизить риски поражения в правах. Эта работа необходима постоянно, и сейчас у нас также есть консультанты, онлайн-консультанты в местах лишения свободы. Откуда информация последняя, которая пришла? Это люди по условно-досрочному, если не было нарушений, уходят сейчас легче. Удивление вызвало то, что люди, заключенные, шьют маски. Я так понимаю, бизнес на свободу. При этом сами носить маски они не могут, так как правила видеокамер это не позволяют. Вот это показатель постоянно двойных решений, которые не дают продвинуться вперед. Мы работаем сейчас на то, чтобы у нас изменения, которые произошли с выдачей на руки, остались после того, как смягчатся и перестанут быть условия карантина. Мы работаем сейчас для того, чтобы поменять наркополитику, объяснить людям, что это вопросы общественного здравоохранения и экономики. Мы вышли на связь с глобальной комиссией по наркополитике, которые сделали очень правильный, очень вовремя доклад
о том, как с экономической, как с точки зрения здравоохранения влияет ситуация, которую можно сравнить, когда вот 15 полицейских встретили пловца, который переплыл Днепр в Украине для того, чтобы попасть там на остров, позагорать, в обход блокпостов. 15 полицейских. Люди удивились. Мы живем так каждый день. 15 полицейских бегают за каждым из нас. И это все ресурсы, и это все риски и для нас, и для людей. Мы подумали о том, как нам поддержать друг друга. Сейчас это в основном менторинговая помощь. Кто знает больше, рассказывай тем, кто понимает меньше. В условиях карантина система наехала на нас со стороны пропаганды. Мы получили в нескольких СМИ информацию, искаженную информацию о том, чем занимается Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики. Мы сейчас думаем о позиционировании нас, и чтобы люди поняли, для чего мы работаем. И это все действия, которые происходят сейчас в нашей сети. Мы мобилизованы, мы объединены, мы понимаем, как нам действовать. Мы готовим сейчас новый стратегический план, основываясь на реальности и убежденности, что первое, что необходимо сделать, это социальное общежитие, возможность социально-легальной работы и возможность безопасного, без потери в своих правах обращения за государственной помощью. И одна из основ этого — декриминализация.